Друзья, всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала, я всех приветствую. Сегодня хочу показать вам свою новую модель, свою новую игрушку, которую я недавно себе приобрел. Я думаю, что данная тематика вам будет очень интересна. Наконец-то отвлечемся от всех турбореактивных двигателей. Я думаю, они вам немножечко поднадоели. Не забываем, ребят, ставить лайки, подписываться на канал и комментировать. Это очень-очень важно для продвижения моего канала. Всем приятного просмотра. Погнали! Сегодня хочу рассказать вам о своем новом приобретении, о вот этом большом самолете. Да, ребят, наконец-то я позволил себе сделать такой большой подарок на Новый год. Наконец-то сбылась моя мечта. Я давно мечтал об этом самолете. Он выглядит вот так. В данный момент он разобран. То есть снято у него заднее оперение, стабилизатор высоты. Также снят киль. Нету крыла. Вот оно, крыло лежит тут. Вот такой вот шикарный чехольчик для крыла. Ну и здесь лежат все остальные запчасти. В общем, друзья, вот так вот выглядит данная модель. У него размах крыльев 1,90 м и длина 2,35 м, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то поправьте меня. Данная модель полностью сделана из стеклопластика. Крылья... Все полностью сделано из стеклопластика. Деревянные здесь только переборки, то есть усиливающая конструкция. Все остальное полностью из стеклопластика. Модель не новая. Сразу скажу, ребят, моделька не новая. Моделька уже очень много отлетала. Купил я ее у своего знакомого здесь, из нашего клуба, так сказать, клуб по интересам. И... досталась она мне сравнительно не задорого. Состояние у самолета очень-очень хорошее. Есть, конечно, несколько таких боевых ранений. То есть самолет уже очень-очень много отлетал. И в некоторых местах он уже ремонтировался. Но в общем и целом состояние просто идеальное. Никаких царапин, ничего нету. Ребят, не удивляйтесь, вот эти наклеечки, которые здесь есть. Это когда я забирал у человека модель. Мы здесь отмечали, где у него именно нейтральная позиция, позиция для посадки и верхнее и нижнее значение. Это мне облегчит в дальнейшем настройку руля высоты. Я сделаю точно так же, как было у него. Потому что, повторюсь, модель уже очень много летала и, хорошо, что есть настройки. В общем, моя задача установить в этот самолет турбину и питание. Ну и два приемника я хочу поставить. Все остальное уже установлено в модели. Сейчас я открою крышку и покажу. Ребят, посмотрите, какая роскошь. Здесь сиденья, только не хватает пилотов. Так, ребят, вот так вот это выглядит внутри. Я уже тут кое-что начал делать. Вот такой вот салат кабелей всяких различных. Тут вот находится бачок. Здесь находятся бачки для воздуха, так как у нас система шасси, она пневматическая. Здесь находятся электрические клапана для выпуска шасси и закрытия затворок на шасси. Также установлен расходный бачок, так называемый хоппа-танк. В общем, здесь полностью все в комплекте, не хватает только приемников. Я вот, как сказал, ребят, уже начал устанавливать. Вот он один приемничек. И вот он второй приемничек здесь. Также установил я уже систему Powerbox. Она нужна мне для того, ребят, чтобы сэкономить немножко каналов. Так как здесь каждая серво подключается к одному каналу. А у меня приемники 12-канальные. И, как вы сами понимаете, это на все не хватит. И я решил использование Powerbox, потому что он позволяет спарить некоторые сервы
То есть подключить их на один канал и уже здесь производить внутри настройки. Поэтому такие каналы, как, например, элероны, вставляются сюда, руль высоты, так как там находятся две сервомашинки. И что тут еще у меня? И посадочные щитки, они тоже вставлены на один канал, и здесь он спаренный. То есть я могу это все здесь настраивать. Также PowerBox Cockpit имеет систему управления для створок шасси. То есть мы здесь вставляем все наши створки, можно до 5 штук их вставить. Вставляем канал нашего шасси, и если мы включаем шасси, сначала открываются створки. Я вот могу показать на данном примере. Сначала открываются створки, ну а потом уже выходит само шасси. И также в обратном порядке сначала у нас открываются створки, заходит шасси и створки закрываются. Для того, чтобы это могло хорошо работать, нужна именно вот такая система, потому что мой приемник, мой передатчик, он этого не может. Ну, можно там сделать, но это слишком все так сложно, слишком много мишеров надо и так далее. А если есть такая система, как система PowerBox, которая это имеет, почему бы и нет. Также здесь установлен гироскоп. Самолет имеет гироскопчик. Это улучшает полетные характеристики, позволяет пилоту не так сильно задумываться над какими-то колебаниями самолета. Она выравнивает какой-то боковой ветер при посадке и так далее. Очень хорошая штука, ребят. Если кто-то думает, использовать или нет, я бы мог только посоветовать. Используйте гироскоп в самолете, и вы будете этим очень довольны. Это гироскоп Cortex от компании Damon. Имеются два манометра, один для шасси, другой для створок и для тормозов. Тормоза здесь также пневматические. Здесь в носовой части у нас находится гнездо под батарейки. Здесь следующая батарейка вставляется, для самой турбины подключается. Здесь у нас модуль освещения. Этот самолет имеет освещение, как и сверху здесь есть такая лампочка, так и на крыльях. Ну, ребят, в полном сборе я уже покажу после того, как я закончу всю эту настройку, всю эту отладку, потому что, сами понимаете, работы здесь очень много. Это кажется так, вставить приемничек, чуть-чуть поднастроить и все. Но на самом деле сложность настройки PowerBox, нужно каждую серву будет индивидуально настраивать. Ну и сам передатчик, полностью все программирование. Не знаю, стоит ли это снимать, стоит ли это показывать, как я это все программирую. Если вам интересна данная тематика, если вы хотите это увидеть, то прошу, поставьте лайк под этим видео и напишите в комментариях. Я так смогу понять, интересна ли вам данная тематика, чтобы я мог снимать, нужно ли мне снимать полностью всю настройку или нет. А так я сделаю это все за кадром. Еще буду устанавливать электронику для турбины. На это место у меня встанет насос. Ну а на это место будут установлены мозги для управления турбиной. Вот так вот это все будет выглядеть. Ну а турбина уже, она будет устанавливаться сама там внутри. Вот так вот это на данный момент выглядит все. Конечно, если так посмотреть, то кажется, какой салат и какая неразбериха. Но поверьте, друзья, если ты знаешь, о чем идет здесь речь, и все понимаешь, то не настолько ужасно все это выглядит. Вертикальный стабилизатор. Раз. Естественно, тут подключается кабелек, наша сервомашинка, и здесь в передней части закручивается все болтиком, притягивается. И вот так вот оно шикарно выглядит. Да, вот такая шикарная модель, друзья. Очень долго я мечтал о такой модели.
очень долго я к этому шел. Модель, она не дешевая, очень дорогая модель. Но она летает просто шикарно, просто отлично. Если мы заглянем вовнутрь, то здесь мы видим бак, но здесь уже видим саму жировую трубу. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас, ребят, покажу, как реализована система заднего стабилизатора. Эта крышка снимается. Что очень удобно в этом самолете, у него полностью снимается заднее оперение. Это заметно упрощает транспортировку самолета, потому что когда стоят рули высоты, они вот такие вот большие, и если еще стоит киль, то это очень все громоздкое и в двери не помещается, и часто это все корябается, бьется. Ну, короче, не очень это интересно. Друзья, вот так вот выглядят стабилизаторы высоты. Заднее оперение самолета. Просто шикарно. Оно настолько легкое все. Устанавливается это вот таким вот образом. То есть прикручиваем на вот эту площадку. И две вот эти штанги мы цепляем к двум сервомашинкам. Почему две? Потому что здесь очень такие большие нагрузки. И я думаю, что для такого большого стабилизатора нужны на самом деле такие сервомашинки. Ну и их две здесь. Вот она, жировая труба. Вот так вот она выглядит. Кстати, ребят, нету системы дыма. Нужно будет установить смог, потому что с ним полет становится очень-очень эпичным и очень-очень интересным. Вот так вот это все выглядит. Друзья, турбину буду ставить BF100. Это вот эта турбина, которая установлена сейчас на данном самолете. 12-килограммовая. Сюда я поставлю другую на 9 килограмм. Ну а эту BF100 я хочу установить здесь. Потому что прежний хозяин летал на этом самолете именно с данной турбиной. И тогда мне ничего там сверлить заново не надо будет. Все подойдет один к одному. Вот такое вот, ребят, коротенькое видео. Мне было интересно с вами поделиться. Это новый проект. Немножко отвлечемся от турбореактивной тяги, потому что я думаю, вам уже поднадоели однообразные видео, именно все про турбины, Оно вроде интересно, но я думаю, данная тематика, она не менее интересная, потому что все-таки самолеты это самолеты. Про турбины видео, естественно, еще будут выходить на канале, вы все еще увидите. Я также дальше мучаю эту РТ-130 после того, как она резко остановилась. Ну там, ребят, конечно, полный трэш. Все подробности уже в видео будут. Там просто повело корпус. И, короче, ну не все так просто. Не буду сейчас рассказывать все это. Ну, а так вот. У меня тут немножко прибавления. Вот это моя любимая модель. Мой Air MB339. Excalibur. Не менее любимая модель. Очень охотно я на нем летаю. Но это такой более повседневный самолет, на котором можно прям реально пойти, собрать и просто летать и не задумываться. Он настолько легко летает, настолько отличная у него аэродинамика, что ты просто расслабляешься и наслаждаешься полетом. Здесь уже с этой моделью, здесь уже немножко по-другому. Здесь она уже летает более так мягко, плавно. Я думаю, вы в прошлом видео видели, где один день из жизни моделиста. Там этот самолет в конце был, я на нем летал. Ну а с этой моделью мы уже в следующий сезон пойдем. И я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Буду продолжать настройки, подключать, все настраивать. Ребят, на этом все. Я надеюсь, вам данное видео понравилось. Я думаю, на канале еще будет у нас очень-очень много интересного. Так что подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайки.
Всем счастливо и всем пока.